день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт египетский. Откуда такое название, не знаю, поскольку рецепт попал в мою кулинарную записную книжку из интернета, попал именно с таким названием, и не в моих правилах менять название тортов, поэтому пусть будет египетский. Но, на мой взгляд, доля правды в этом, конечно же, есть. Я не очень хорошо знакома с египетской кухней, но торт с явной восточной ноткой. Что в его составе? Это очень вкусный нежный бисквит с добавлением грецких орехов и два вида крема. Один крем заварной, а второй крем на основе взбитых сливок и пралине. В составе пралине карамель и молотый фундук. Вы знаете, торт получается очень-очень нежным, бархатным. Вот по консистенции он примерно такой же, как тирамису, но только с такой восточной ноткой. Очень вкусно. Давайте приготовим. Для бисквита нам понадобится 5 яиц, нам понадобится 5 белков. Желтки у нас пойдут в крем. По рецепту 5 столовых ложек сахара, я взяла 125 граммов, столовая ложка муки, я взяла 30 граммов, и 100 граммов молотых грецких орехов. Орехи я измельчила в кофемолке. Это количество ингредиентов нам понадобится на 1 корж. По рецепту нужно испечь 3 коржа, но вы можете ограничиться и одним коржом, испечь 2 коржа, 3, в общем, все на ваше усмотрение. Печь коржи я буду на противне. Противень я застелила бумагой для выпечки. Размеры противня 30 на 40 сантиметров. Яйца разделяем на белки и желтки. Белки у нас пойдут в тесто, а на желтках мы приготовим крем. Поскольку белки мы будем взбивать, то, как всегда, следим, чтобы в белки не попало ни грамма желтка. А также очень важно, чтобы посуда, в которой мы будем складывать белки, была чистой и сухой, без следов жира и влаги. Желтки пока убираем в холодильник, они нам понадобятся позднее при приготовлении крема. Орехи смешиваем с мукой. К белкам я добавлю буквально щепотку соли, для того, чтобы они легче взбились. И начну взбивать пока без сахара до мягких пиков. Когда на поверхности белков можно будет сформировать мягкий пик, мы будем постепенно добавлять сахар. После того, как весь сахар будет добавлен, взбиваем белки до устойчивых пиков. Вот до такого состояния. И далее аккуратно вмешиваем смесь муки и орехов. Вмешиваем, как мы всегда замешиваем бисквит, складывающими движениями, двигаясь лопаточкой снизу вверх, стараясь максимально сохранить объем белков. Вот такое тесто у нас получается в результате. Тесто выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, и разравниваем по всей поверхности противня. Попутно заметьте, что очень важно, чтобы бумага для выпечки, которой вы застелили противень, была качественной, поскольку если бумага некачественная, вам потом будет проблематично этот корж с нее снять. Ставим противень разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 15-20 минут до готовности бисквита. Готовность проверяем легким надавливанием на середину. Если палец не проваливается, бисквит пружинит, он готов. Бисквит пока с бумаги не снимаем. Выкладываем бисквит на решетку и даем ему полностью остыть. Когда бисквит полностью остынет, аккуратно снимаем с бумаги. Сначала отделяем краешки, затем переворачиваем и аккуратно отделяем бумагу. Двигаемся все время вдоль стола. Вот такой в результате получается бисквит. Бумагу переворачиваем чистой стороной кверху и кладем на бумагу бисквит. И в таком виде оставляем бисквит до тех пор, пока мы не будем готовы собрать торт. Всего я испеку 2 бисквита, но повторюсь, что вы можете испечь 1 бисквит, 2 бисквита, либо 3. Кстати говоря, в рецепте нужно было испечь именно 3. Для заварного крема нам понадобятся оставшиеся яичные желтки, у меня их 10, 300 грамм молока, 250 грамм сахара,
100 грамм муки, 160 грамм сливочного масла. И для ароматизации крема я возьму чайную ложку ванильного экстракта. Можно взять 2 чайные ложки ванильного сахара. Рассеиваем муку. Добавляем примерно половину всего сахара. Размешиваем. Желтки разбалтываем. Добавляем немного молока. И вмешиваем смесь муки и сахара. И хорошо размешиваем. Если вдруг смесь получилась густовато, можно добавить еще немного молока. Все оставшееся молоко переливаем в кастрюльку. Кладем сюда оставшийся по рецепту сахар. И ставим на плиту. Нагреваем до очень горячего, практически до кипения, но не кипятим. Затем постепенно тонкой струйкой добавляем горячее молоко во взбитые желтки. Я буду добавлять порциями, поскольку мне очень скользкий стол. Но лучше, конечно же, если вы будете вливать тонкой струйкой. Так желтки будут нагреваться постепенно и равномерно. Желтковую массу переливаем обратно в кастрюльку и идем к плите уваривать. Варим крем на быстром огне при интенсивном помешивании. Густеет довольно быстро, буквально 5-7 минут. Периодически сдвигаем кастрюльку на край плиты, чтобы крем не перегреть. Рабочая температура не выше 85 градусов Цельсия. Кипятить такой крем нельзя, иначе желтки свернутся. Как только загустеет, снимаем с огня. В результате должен получиться гладкий однородный крем. Линия, оставленная на тыльной стороне ложки, не стекается. Это значит, что крем достаточно густой. В готовый крем добавляем ванильный экстракт, размешиваем. Сразу же переливаем крем в отдельную мисочку и сверху накрываем пленкой. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовывался конденсат. И в таком виде даем полностью остыть до комнатной температуры. Итак, для крема нам понадобится остывшая до комнатной температуры заварная основа и сливочное масло. Сливочное масло тоже должно быть очень-очень мягким, комнатной температуры. Оно мне простояло на рабочем столе примерно 1,5 часа. Для удобства я переложу крем в большую по объему миску. Сюда же кладем сливочное масло и коротко прорабатываем миксером до однородности. И при этом очень желательно не перестараться, крем не перебить, чтобы у нас крем не расслоился. Если вдруг так случится, что крем вдруг пошел крупинками, то есть как бы расслоился, то крем можно очень аккуратно прогреть на водяной бане, слегка, и еще раз проработать миксером. Как правило, это помогает исправить ситуацию. Вот такой однородный, гладкий и очень красивый и очень вкусный крем у нас получился в результате. Сейчас еще крем немного жидковат, поскольку он комнатной температуры. Поэтому я его перед тем, как собирать торт, поставлю минут на 30-40 в холодильник для стабилизации. И вот такой по густоте крем получается после того, как он немного охладится. Как видите, крем стал значительно гуще. Помимо заварного крема, в торте еще будет крем на основе взбитых сливок и пралине. Для второго крема нам понадобится 400 грамм сливок для взбивания. Напомню, что взбиваются только очень жирные сливки, жирностью выше 30%. Я обычно беру 35%. Помимо сливок нам понадобится 150 грамм орехов. Желательно взять фундук, но можно взять и другие орехи. И 150 грамм сахара. Из орехов и сахара мы приготовим пралине. А сливки пока убираем в холодильник, поскольку для того, чтобы сливки легко и охотно взбились, они должны быть не только жирными, но и очень холодными. Сначала из сахара мы приготовим карамель. Высыпаем сахар на сухую сковороду и будем постепенно прогревать до образования янтарной карамели. Здесь самое главное – не мешать сахар часто, перемешивать его только по мере необходимости и очень аккуратно. Часто рекомендуют сахар вообще не перемешивать, а сковородку просто периодически стряхивать. Вот, собственно, моя карамель готова. Берем орехи, высыпаем, перемешиваем. И сразу же выкладываем нашу массу на бумагу для выпечки.
Все, я выкладываю. И в таком виде оставляем полностью остыть. У нас должна полностью застыть карамель и остыть орехи. Оставляем минут на 20-30. После того, как застынет, мы отделяем от бумаги. Ломаем на кусочки. И затем измельчаем их любым удобным способом. Я буду измельчать в кофемолке. В результате получается вот такая очень красивая и вкусная орехово-карамельная крошка. А с кусочками орехов, карамели. Уже непосредственно перед тем, как собрать торт, достаем из холодильника сливки и взбиваем. К сливкам можно добавить 2-3 столовые ложки сахарной пудры, но я не добавляла, поскольку торт и так получается довольно сладким. Взбиваем сливки до устойчивого состояния, но в то же время их очень важно не перебить. Сливки должны остаться мягкими. К взбитым сливкам добавляем орехово-карамельную крошку, размешиваем, и наш второй крем готов. Небольшое количество крошки оставьте для украшения торта. И нам останется только собрать торт. Каждый корж разрезаем пополам. Я для того, чтобы не промахнуться, здесь себе поставила такие маячки из зубочисток. Кладем дощечку и режем ножом для пиццы. Получилось 2 коржа. Всего у меня 2 больших коржа, то есть в торте у меня будет 4 слоя. Собираем торт, как обычно, горочкой, прослаивая коржи кремом. На сервировочную тарелку выкладываем первый корж. На корж кладем примерно четверть от всего подготовленного заварного крема и распределяем по всему коржу. На заварной крем выкладываем примерно четверть взбитых сливок с пралине и также распределяем. Сверху еще 1 корж, еще четверть заварного крема. Четверть сливок. И в таком порядке собираем весь торт. Выкладываем последний корж и также его смазываем заварным кремом и взбитыми сливками с пралине. Подравниваем. Сверху просыпаем торт оставленным пралине. Можно просыпать только вверх, но у меня пралине осталось, поэтому я украшу и бока торта. Собранный торт ставим на 3-4 часа в холодильник, для того, чтобы торт настоялся и стабилизировался крем. И тогда его можно будет легко нарезать. Торт получается очень мягким и вот таким симпатичным на разрезе. Итак, наш торт египетский готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.